Итак, всем доброго утра. У нас утро уже, который час, сейчас скажу точно. 43 минуты шестого. И как всегда, к концу рабочего дня или ближе к рабочему утру, прежде чем пойти отдохнуть, я хочу подарить важный ритуал в основном матерям. Дорогие друзья, для тех, кому сейчас нужна защита, еще раз напомню, что если через несколько лет люди посмотрят и просто не поймут, почему столько защитных ритуалов, к чему они вообще, почему тут сказано о войне. Сейчас у нас 2020 год, и народ Арцаха уже 23-й день, наверное, сопротивляется, или 25-й, уже потерялось времени, огромной армии стоит твердо. И многие ритуалы, которые сейчас я дарю, очень нужны как раз для вот такого времени, подходящие к этому времени. И хочу сказать, что многие жизни были спасены благодаря этим ритуалам, потому что матери, сестры, жены читали, начитывали. Еще раз говорю, откройте, смотрите, просто наберите «Защита, ведьмина изба». Есть покров тысячи матерей, есть материнская защита для ребенка, есть сила викинга. Далее победоносный рык льва, вуду для победы. Просто набирайте для победы, обереги, что еще? Защита, есть сохран атамана Сирко. Много я давала, именно защиты, обереги. Есть морок ведуна, ведьмака Ивана, сильнейший морок ведьмы Инги. Ну, в общем, вот просто набирайте слово «морок» и «ведьмина изба», «защита», «ведьмина изба», «защита Сулишкан». Возьмите, сделайте. Защита Сулишкан спасла моих предков. Ну, те, которых, которые читали, начитывали на себя, тех спасла. И многих армян во время резни в 15 году. Ну, огромное количество. Я попрошу девочек, они обычно ссылки кидают, еще раз киньте ссылки под этот ролик, чтобы люди взяли, сделали, начитывали. Они ведь спасают жизни, понимаете? Вернуться живым, вернуть пропавшего человека. Буквально, я вам уже сказала, вчера сделали дочь и мать, сделали для сына, племянника, еще для кого-то. В общем, они пропали, не могли найти уже 6 дней. Они сделали этот ритуал, тут же побежали, сделали все 3 ритуала, на перекресток вышли. И утром узнают, что отряд из 350 человек, который был в окружении, долгое время не могли их найти, не видели в горах. Они каким-то чудом вышли из окружения, дали о себе знать. Понимаете, ну, надо делать, чтобы вернулся живым ритуал. Я не понимаю, что здесь вообще какая-то тень белая. Кто-нибудь увидел, сколько раз она промелькнула? Вот эта тень. Странно, если честно. С чем это связано? Да нет. Смотрю, нет. Книг, все у меня далеко. Ну ладно. Промелькнуло, ну не странно в моей ситуации, в принципе, только первый раз так четко что-то выходит. Так вот, вот я сейчас просто специально делаю посмотреть. Нет. Что это? Все увидели сейчас, как она прошлась перед экраном? Секунду. Подождите, я сама запуталась немного от неожиданности.
Она прям, она прям мелкает. Ну да ладно. Вообще странно. Подождите, гляну сейчас. Отсюда. Ничего нету. Да нет. Ну ладно, пускай. Да. Так вот, значит, да мешает это мне. Уйди куда-нибудь. Подождите. Вот так сделаем. Понять не могу, что это. Из ниоткуда появилась, исчезла в никуда. Нет, это моя рука сейчас. Ладно, забыли. Итак, ну, конечно, такие работы, они очень сильные и привлекают сущности. В общем, девочки, которые увидят, найдите, пожалуйста, эти ссылки и поместите под роликом, потому что пригодится людям. Теперь, друзья мои, что я хочу сказать. Есть такое выражение «молитва матери со дна морского поднимет». Может, кто-нибудь слышал? Так вот, мольба, молитва, просьба, молвить от слова, то есть попросить, сказать. Это древние понятия, не сегодняшние, поэтому не имеет ничего общего с христианством. Перед вами богиня Дану, матерь всех богов кельтской мифологии, то есть кельтского пантеона. Не люблю говорить мифологии, потому что это не миф, а реальность. Мать, материнство. Дану еще и мать всех рек, то есть богиня вод. Многие говорят, что река Дон получила свое название от богини Дану, потому что кельтский пантеон когда-то очень сильно почитался и среди русичей, русов. Ее отождествляют с греческой Геей, богиней земли, которая рождала всех богов, с армянской Анаид и прочее, прочее. То есть мать, материнство. Дорогие друзья, все ли женщины способны любить своих детей? Когда говорят, что все матери любят своих детей, ну, я с этим не согласна. Я знаю многих матерей, которые спокойно сдали в детский дом и как бы и не переживали. Поэтому не все матери любят своих детей. Точнее, не все женщины, рожавшие детей, способны их любить. Некоторые рожают для того, чтобы привязать к себе мужчину. Некоторые делают это, потому что надо родить. Все рождают, и она родила, потом наскучил ребенок и так далее. То есть не каждая плоть, которая воспроизводит другую плоть, есть мать. Но в основном большинство женщин, они обладают материнским инстинктом. И для них потеря ребенка очень страшный удар, вплоть до сумасшествия, депрессии, абсолютное нежелание жить на свете и так далее. Потому как, ну, мы понимаем, что когда внезапно умирает, погибает ребенок, которому суждено было жить и радоваться жизни, родить своих детей, понятное дело, что у человека что-то внутри умирает. То есть часть этого человека умирает вместе с ребенком, навсегда умирает. Вы не перестаете быть матерью, но вы перестаете, то есть, ну, вы становитесь матерью умершего ребенка. Понимаете? То есть ваша связь, она беспрерывна. Я говорила женщинам, которые теряли детей, как это горе пережить. Вы должны в этой жизни пройти все, что хотел пройти ваш ребенок, есть то, что он любил, одеваться и поехать туда, куда он хотел. То есть он через вас, через вашу энергию
с этого мира будет получать то, чего ему не хватало. Многие женщины, которые теряли детей, они говорили, что у них странные желания появились после ухода ребенка. Куда-то поехать, что-то сделать. Иногда бывает, что занятые делами мы не всегда уделяем внимание своему ребенку, а потом, когда случается трагедия, человек себя винит, начинает больше копаться в вещах, больше узнает о своем ребенке. Некоторые обнаруживают дневники, тетради, какие-то мысли своих детей и очень жалеют, что при жизни не успели с ними поговорить, поделиться и так далее. Это еще больше усугубляет чувство вины и боль внутреннюю, понимаете? Неважно, как уходит ребенок, в любом случае это больно для матери. И неважно, сколько лет этому ребенку. Так вот, вот этот оберег для ваших сыновей, это именно для сына. Для сына можно маленького, можно взрослого, неважно. Если вы чувствуете какую-то опасность, если он на войне, если он работает в определенных структурах, если он собирается куда-то ехать, вы переживаете, если просто у вас есть какая-то тревога за своего ребенка, проведите этот ритуал 6 вечеров к ряду, то есть сумерки обязательно. Луна, день, недели и так далее не имеет никакого значения. Берете фотографию своего ребенка, его вещь, если он есть, желательно еще и вещь, рубашку, например. Положите фотографию на рубашку, зажгите одну свечу и поставьте рядом с собой. Не возле него, а вот рядом, сбоку. И читайте 3 раза. Потом фотографию заверните в его рубашку, спрячьте, свечу потушите. В следующий раз ту же свечу берете, зажигаете. Но если свеча потеряется, это не страшно. То есть столько раз, пока, пока хватит этой свечи, с этой свечой читайте. Закончится, берете другую свечу. Последний раз, когда дочитаете, свеча должна полностью догореть. Относите следующий день под дерево, или можете в этот же день, если это не глубокая ночь, относите под дерево 6 монетами, говорите «откупаюсь», то есть нужно туда кинуть, все это положить, «откупаюсь», отворачиваетесь и уходите. Это оберег на своих сыновей, даже если они далеко. Вы можете этим оберегом очень многие проблемы в его жизни решить. Потому что, привлекая в его жизнь эту сущность, эту силу, вы не только оберегаете его, вы еще помогаете ему, чтобы его дела шли хорошо. За основу этого ритуала древняя армянская сила из пантеона армянских богов Бахт. Бахт – это добрая судьба. Между прочим, многие индоевропейские народности это слово «бахт» используют. Цыгане тоже используют слово «бахт». А потом тюрки начали использовать это слово «бахт». Бахт означает «добрая судьба». Чакатагир означает «рог». Есть 2 олицетворения судьбы. То есть каждую силу, каждую сущность персонализируют, то есть придают определенные черты, то есть из него делает определенную сущность существующую. Так вот, Бахт – это добрая судьба, удачливая судьба. Чакатагир, что в переводе означает, если так грубо перевести, что на роду написано, это рок, то есть неизбежность. Вот неизбежность должно было случиться. Мы с вами призываем Бахт. И его обычно называют Бари Бахт, когда желают удачной жизни, счастья. Они говорят Бари Бахт. Бари – это очень древнее слово, что означает добро. Вообще сама сущность доброты, именно олицетворение доброты или, как еще по-другому, описание доброты, вот все, что туда
входит в это понятие доброта, это бари слово. Не зря богатство называется барик, барелявум и так далее. Это слово часто встречается в армянском языке. Но поскольку это очень древний язык, естественно, он самый близкий к санскрите. Некоторые неучи говорят, санскрите это просто древние какие-то тексты, фразы. Вы знаете, тексты, фразы древние тоже пишутся на каком-то языке. Они не просто так, это не мычание какое-то и не щепение какое-то. Это язык. Санскрите это про язык всех народов. Я не знаю, как там неправильно или правильно сейчас это все объясняется, но санскрите это про язык всех народов. Поэтому мы говорим, на санскрите это слово вот так означает. Это про язык. И ближе всего к санскрите это армянский язык и хинди. Итак, ну немножко есть еще и фарси, но фарси уже сильно отошло от этого, деформировался этот язык, то есть поменялся за века. Итак, взять нужно фотографию своего сына. Неважно, сколько вашему сыну лет, хоть 50. Берете фотографию сына. Это делают матери. Мне иногда, знаете, что пишут? Вот, можно я вместо его матери прочитаю, она там верит в Иисуса и не хочет, чтобы вот не будет это делать. Я говорю, вы знаете, вот смотрите, вот ты, как вам сказать, это все равно как избить врача, а потом сказать, давай теперь оперируй и спаси меня. Если вы не уважаете эту силу, то есть это как получается? Я не уважаю эту силу, я вообще ни во что не ставлю, да это ерунда какая-то, да я вообще не верю в это все. Но пускай она мне поможет. Так не бывает, дорогие друзья. Если вам нужна жизнь вашего ребенка, вы даже к сатане пойдете. И я уверена, что так и будет. Поэтому, если она не верит, если она в Иисуса верует, тогда пусть Иисус спасает ее сына. Но в последнее время почему-то не Иисус спасал их жизни, а мои заговоры многих спасли. Понимаете, а те, кто надеялись на Иисуса, к сожалению, спасения не получили. Вы забывайте, я вам 100 раз говорю, то, что вам дорого, этот Бог того и забирает специально. Вы меня слышите или нет? Там написано «матери проводят». Мать. Так вот, эгрегор христианства питается болью и страданием. Если вам причиняет боль и страдания потери вашего ребенка, он вашего ребенка как раз и заберет, чтобы вы всю жизнь болели, страдали, плакали, и этот эгрегор пополняли своей энергией. Поэтому, если до вас не доходит, я до вас достучаться или там умолять вас просить не собираюсь. То, что вам дорого, христианство это заберет. Люди, которые молятся на своего мужа, за своего мужа, за здоровье своего мужа, через некоторое время этого мужа теряют. То есть вы, по сути, как врагу открываете свое сердце и говорите, что тебе дорого. Вот мне дорог там такой-то, да? Отлично, поняли, что надо у тебя забирать, чтобы ты всю жизнь плакала. Подавить тебя нужно. Это энергия подавления. Вот ты говоришь, я сказано нет. Пожалуйста, не надо мне заказы раздавать здесь. Для дочерей есть материнский покров. Вы знаете, хоть 1000 вам дари, а вы все равно скажете, а можно вот мне тоже еще такое же. Это не мой каприз личный. Здесь энергия мужская, сила мужчин, поэтому защита для мужчин. Это не мой личный каприз, понимаете? А теперь дай вот для ней. Это не заказ, это не ресторан, чтобы я вот суп, а теперь можно борщ принесите. В конце концов. Так вот, так вот, что я хочу вам сказать, что люди, которые
Вот именно христианский эгрегор. Другие религии тоже созданы для подчинения, в принципе. Это доктрина, просто философия. И во многом агрессивная. Но именно христианская религия, она нацелена на страдания. Вы, когда идете, принимаете крещение, уже миллион раз говорила, вы подписываетесь под чем? Там сказано, будете страдать, как ваш Господь. Да, да, вы совсем соглашаетесь, а потом каждый день плачете и ноете, почему мы мучаемся. Вы сами подписали этот контракт, не глядя. Вот вы и мучите. А там сказано, вы готовы мучиться, плакать, умирать, что вас резали. Да, да, я готов, я принимаю. Ну и в чем проблема тогда? Так вот, когда мне пишут, что вот они веруют в Иисуса, я говорю, ну вот пусть Иисус и, собственно, спасает. А я знаю случаи, много случаев, когда люди сделали мой ритуал, их дети возвращались живыми. И до сих пор живые, здоровые, и вернутся живыми. Выходили из засады, выходили из таких страшных ситуаций, где другие гибли, они оставались живы. Понимаете? Но вот женщина, которая верует в Иисуса, в общем, ее не уговорили. Она сказала, нет, это от сатаны, я вот не хочу, у нее сын погиб, к сожалению. К сожалению, потому что, видимо, мать не очень разумная. Увы. Но, с другой стороны, я не сужу, я только могу пожалеть этого мальчика, потому что если бы она почитала несколько дней, он был бы жив, я вас уверяю. Это не мое желание и не мои слова. Это проверенные годами работа с силами. Понимаете? Так вот, ну что я вам могу сказать? Мне очень жаль, но всему свое время. Значит, у них судьба была такая уйти, поэтому... Да. Перед Великой Отечественной войной не зря все женщины, если мама умерла, бабушка живая, то может. Если матери нету, то вторая мать может. Но если мать живая, если мама пьет и валяется под заборами, это не мать, бабушка может провести. Но если мать жива-здорова, ей предлагают, она отказывается, то все. Перед войной все женщины не зря или вообще во время войны рынулись все, начали искать бабушек, ворожей, ведьм, потому что все понимали, что все эти иконы и прочее никак не спасут, что нужно найти людей, которые помогут. Помогут заговорам, оберегам и так далее. И вот кто верил, кто почитал, кто пошел и сделал, у тех дети вернулись. Теперь не будем долго говорить. Итак, рубашка, фотография, восковая свеча, объяснила, как проводить. Читать 3 раза. О, Барибахт, веряю тебе своего сына. Своим плащом спасительным его окутай. От вражьих глаз спрячь, от пули заслони, от ран сбереги. Оберегай от вражьего деяния. Чур все зло на голову врага. Чур колом врагу в грудь, чтобы руки его не поднялись. Сыну моему живым вернуться. О, Барибахт, окружи его защитной стеной. Несокрушимый, непроходимый, отрази удары обратно. Чур врагам в спину, да в их горбину, чур им вдышло, чтобы у них ничего не вышло. Барибахт, добрый бахт, созови своих 40 дочерей, защитниц людей, пусть окутают защитой его, станут ему щитом и спасением. Живым ушел, живым вернется, никто и волоса его не коснется. Ты, Барибахт, его при рождении встречал, его целовал и благословлял, и сыном своим любимым назвал, так будь же защитой, верни его живым и невредимым. Ключ мое слово, замок моя мысль. Истинно так сбудется. Еще раз. О, Барибахт, веряю тебе своего сына. Своим плащом спасительным его окутай, от вражьих глаз спрячь, от пули заслони, от ран сбереги, оберегай его
от вражьего деяния, чур все зло на голову врага, чур колом врагу в грудь, чтобы руки его не поднялись, сыну моему живым вернуться. О Барибахт, окружи его защитной стеной, несокрушимой, непроходимой, отрази удары обратно, чур врагам в спину, да в их горбину, чур им вдышло, чтобы у них ничего не вышло. Барибахт, добрый Бахт, созови своих 40 дочерей, защитниц людей, пусть окутают защитой его, станут ему щитом и спасением. Живым ушел, живым вернется, никто и волоса его не коснется. Ты, Барибахт, его при рождении встречал, его целовал и благословлял, и сыном своим любимым назвал. Так будь же защитой, верни его живым и невредимым. Ключ мое слово, замок моя мысль, истинно так сбудется. О Барибахт, веряю тебе своего сына, своим плащом спасительным, его окутай, от вражьих глаз спрячь, от пули заслони, от ран сбереги, оберегай от вражьего деяния, чур все зло на голову врага, чур колом врагу в грудь, чтобы руки его не поднялись, сыну моему живым вернуться. О Барибахт, окружи его защитной стеной, непроходимой, отрази удары обратно, чур врагам в спину, да в их горбину, чур им вдышло, чтобы у них ничего не вышло. Барибахт, добрый Бахт, созови своих 40 дочерей, защитниц людей, пусть окутают защитой его, станут ему щитом и спасением. Живым ушел, живым вернулся, никто вернется, никто и волоса его не коснется. Ты, Барибахт, его при рождении встречал, его целовал и благословлял, и сыном своим любимым назвал. Так будь же защитой, верни его живым и невредимым. Ключ мое слово, замок моя мысль, истинно так сбудется. Я же вам сказала, зачем один и тот же вопрос. Вот, знаете, очень приятно царь, очень приятно царь, очень приятно. Вот я сказала один раз, когда могут бабушки провести. Каждый из вас отдельно спрашивает, а можно вот нет матери, а можно мне читать? Я же вам сказала уже, мне каждому лично надо персонально говорить, и тебе можно, и тебе тоже можно. Я же сказала, при каких условиях может читать мать, при каких бабушка. Зачем каждый человек лично спрашивает? А мне тоже можно? Ну что это вообще? 6 дней проводите, 1 день отдыхайте, снова проводите, пока ваш сын не вернется, если он на войне. Если он просто рядом, и вы чувствуете что-то, достаточно 6 дней. Каждый, в конце 6-го дня откупаетесь. Доброй ночи, Ольга. Все, дорогие друзья, я пойду немножко отдохну, а это вам в копилку пригодится. Еще одна сильная вещь, которая очень, очень кстати и очень нужна в данное время. Всем удачи и всех благ.